I will talk in Russian and we put the subtitles in this video and you can read my comments if you need this, or you can switch off sound and look at this beautiful house inside of me. Друзья, Джилет, Нью-Джерси, 40 минут электричкой, 45 или столько же примерно на автомобиле от Манхэттена, Пенн Стейшн. Вот такой вот замечательный домик, я вам сейчас его покажу. Преимущество работы с риэлтором для тех, особенно кто хочет приобрести недвижимость в Нью-Джерси или в США, состоит в том, что перед тем, как вы сюда приедете, вы можете дать задание вашему риэлтору, и он для вас может сделать вот такой вот проход по дому, чтобы вы могли увидеть, как будто бы вот вы сами гуляете. Предварительно можно обсудить, на что обратить внимание. Я, естественно, своих клиентов анкетирую, не все это любят, но чем больше мне расскажут о своих предпочтениях, желаниях, тем быстрее я найду то, что вам нужно. Камин настоящий, причем не газовый, а деревянный, поэтому это здесь не всегда встречается, но многие, особенно из-за рубежа, любят такие штуки. Все-таки, когда есть дрова, потрескивание и все такое, это совсем другая история. Здесь спальня, выход в такой зимний сад и дальше на террасу. Туда мы пойдем чуть позже. Так называемая спальня хозяев. Очень современно и не совсем похоже на типичные американские спальни. Выход на террасу, выход в зимний сад. Это санузел. Пойдем посмотрим, что здесь есть еще. Зеркальный шкаф. Тоже редкое явление. Еще одна комната. Может быть как спальня, может быть как ливинг. Этот вход в подвал. Пойдем чуть позже. Подвал здесь обустроен, что тоже не всегда бывает в местных домах, но в этом доме. И здесь на первом этаже у нас еще ливинг с Динем Нерри. Я переключился. Обеденная комната и жилая. Здесь можно полюбоваться природой. Вчера у нас прошел довольно-таки мощный шторм, деревья попадали. Электричества не было долго, но в этом доме и вокруг все очень даже... Все очень даже хорошо. Никаких незаметно веток, повреждений. Вот здесь, если вы посмотрите фотографии дома, то был Спайдермен. Сейчас остались только картинки. Здесь тоже какой-то был персонаж. Их убрали, дабы не смущать тех, кто не в теме. Вот одна детская комната, судя по всему, спальня с санузлом. Кстати, санузел очень тоже хороший, правильный. За такую цену в домах не везде хорошие санузлы.
Я имею в виду такие более-менее, к которым мы привыкли в Европе. Хотя что я вам рассказываю? Вы и так знаете, что это шкаф, правильно? Детская комната. Ну вот, собственно, выход на чердак. Ничего лишнего. Идем посмотрим на бэк-ярд. Мне, например, здесь бэк-ярд очень нравится, хотя и сам дом хороший. Светлые высокие потолки, довольно просторный. Но бэк-ярд тут, конечно, очень хороший. Бейсмент. Идем туда. Я иду, кстати, первый раз, так что вместе с вами смотрим. Здесь у нас сигнализация. Плиточка. Место, где можно отдохнуть, поработать. Здесь, кстати, довольно-таки прохладно. На улице 30 градусов, а здесь неплохо. Что там написано, потом почитаем. Еще один санузел. И это, вероятно, выход в гараж. Ну, гараж такой. Это не гараж, это подсобное помещение, кстати. Вот они, я их нашел. От нас ничего не спрячешь. Такс. Ну, смотрите, коммуникации все прекрасно выглядят. Пол хороший, мастерские. Мы даже можем с вами увидеть всю технику. Это вот выход, помните, да? Такой крытый, можно сказать, гараж под деком. А дальше мы попадем в гараж с другой дверью. Ну, посмотрим. Во всяком случае, неплохо. Так, вот здесь вот из шкаф. Здесь, кстати, еще одна печь. Можно играть на бильярде при камине. Интересно. И вот та самая дверь, где, по идее, должен быть гараж. Да. На 2 автомобиля. Не будем показывать более детально. Гараж хороший, поверьте. Ступеньки поскрипывают, но это для таких домов нормальное явление. Пойдем на дек. Выход из зимнего сада мы видели. Выйдем здесь. Здесь вот уличный джакузи. Тоже можно костер разжечь, барбекю. Стандартный набор американцев. Здесь можно посидеть, послушать, как шумит лес. Вот эту штуку, кстати, на порталах и фотографиях я не видел, а это довольно-таки прикольная вещь. Когда ветра нет, то слышно, наверное, даже фонтанчик. Больше одного окрестный участок здесь. Есть где погулять, есть где походить, есть зачем поухаживать, над чем поработать. Пойдем посмотрим поближе. Для любителей поработать в саду. Вот это вот выход из спальни. Здесь есть кулик. Опять
я вам рассказываю. Мне так тянет все время вам что-нибудь рассказывать, то что вы и так сами можете увидеть. Буду молчать, тем более лучше шум воды послушать. Мы сегодня проводим open house. Пока нет гостей, я решил выйти поснимать, так как я обещал в воскресенье лайвы делать на английском языке, но еще у меня английский язык такой слабенький, поэтому буду делать субтитры на английском, вам комментировать то, что происходит по-русски. Слушайте, ну мне здесь нравится. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях, нравится ли вам подобный дом и как вы его оцениваете. Потому что здесь цена снижена, и мы рассчитываем довольно быстро его продать, потому что дом хороший, место неплохое. В этом районе тоже, как в принципе и во многих уголках Нью-Джерси, хорошие школы. До магазинов 2 минуты автомобилем. Под деком много места для хранения различных мелочей, если кому надо. Ну, помните, мы там с вами были в комнате с 2 персонажами Марвела. По-моему, этот дом для миллениалсов. Они как раз Марвела знают. Те, кто постарше, уже не в курсе. Или еще не в курсе. Внуки подрастут. Тогда начнется. Ну что, идем обратно. На улице сегодня 30 градусов. Пока гостей нет, почувствуем себя гостями. А точнее, хозяевами. Вот можно вот так вот приехать из какого-нибудь мероприятия. Или даже с работы, почему нет. Посидеть у камина, посмотреть телевизор, понаблюдать за рыбками. Или посмотреть в окошко на окружающую природу. Кто знает, кто это такой? У меня для вас есть хороший дом. Обращайтесь, пишите, звоните. 700 тысяч. Цена снижена. Владелец переезжает, хочет быстро продать. Кстати, вот что отличает американский рынок, здесь все очень в движении находится. У нас некоторые люди живут в одном месте, в одном городе или в одном населенном пункте практически всю жизнь. Молодежь переезжает учиться, как правило, остается там, где учились работать. 1-2 перемещения. Американцы за свою жизнь в среднем переезжают 11 или 12 раз. Причем меняют штаты, побережья. Все из-за, как правило, либо работы, либо из-за хорошая табличка, либо из-за деток, которым ищут хорошие школы. Это вход в подвал, между прочим. Тут есть регуляторы света, что не везде встречается. Все можно притушить. И есть окошки, которые аккуратно зашторены. Надо спросить у хозяина, как они открываются. Но это очень прикольно. Можно, не вставая с кровати, посмотреть, какая погода. И вообще день сегодня или ночь. Вот еще одно окошко. Я его даже сразу не заметил.